Здравствуйте, с вами Катя Макогон, и сегодня седьмой урок по созданию натуралистичного волка. Сегодня мы оформляем веки, и нам нужно будет вот такой вот кусочек ткани, из которой вы шили, может, у вас остались обрезки. И смотрите, можно взять белую либо бежевую ткань. Вы сейчас поймете почему. В общем, нужно нам распустить ворс и достать ворсинки, целенькие ворсинки обязательно, потому что вот бывают возле края они такие, как половинчатые. Нет, она должна быть целая ворсинка, она двойная ворсинка. Вот. И, в принципе, она легко распускается, ткань не достаются. Можно посмотреть на фотографии, и какие вот веки, шерсти на веках, такую подобрать. Я выбираю бежевую. Вот такого наноформы. 30 миллиметров длина ворса будет достаточно. То есть длинную не нужно брать, вам будет сложно с ней совладать. И она не настолько вот пушистая, густая, как такая 30-миллиметровая. Берем иголочку. Иголочку подбираете такую, которая вам понравится. 38 звезда, либо 38 треугольник. Вот по-разному бывает, они работают. Выбираете. И вот каждую ворсиночку в серединке вы ее как бы приваливаете. Вот это видно хорошо на видео, что именно серединку мы стараемся погрузить в шерсть. Вот, расстояние, ну, где-то между рядами миллиметр-два, вот, между ворсинками миллиметр. В общем-то, занимает это времени прилично. Можно посмотреть какой-нибудь фильм или сериальчик. И вот мы подходим к окончанию нашего приваливания. И обратите, пожалуйста, внимание, что двигаться нам нужно стараться перпендикулярно глазу. Вот таким образом. Вот так не нужно. Потому что так у нас будет постоянно уходить все на голову, все валяние, и глаз будет уходить, века будут уходить. И только вот когда мы подходим к глазику, мы уже чувствуем, что игла втыкается в глаз, вот можно параллельно по окружности глаза, вот так двигаться, и тогда глазик не будет царапаться, там, травмироваться. То есть очень аккуратно, когда подходим к глазику. Просматривайте все, в общем, все глазки, чтобы было все аккуратно привалено. Вот серединки были внутри шерсти. И тогда все будет плотненько держаться у нас. Вот. Теперь нам нужно, когда готовы два глазика, нужно сравнить, одинаковые они или нет, потому что бывает такое, что в процессе приваливания немножко уходит шерсть, вот, где-то там уголочки заваливаются, то есть нужно нам все это подкорректировать и проверить симметричность. Вот, можно перевернуть, покрутить голову. Вот я вижу, что здесь уголочек у меня ушел, его нужно поднять вверх. Вот здесь уголочек тоже ушел. Углубляем.
И теперь переходим к закреплению. Нам нужно взять клей ПВА и воду. И разводим клей ПВА с водой 1 к 1. Вот сейчас я беру 4 кубика воды, например, и там на глаз столько же ПВА. Все это хорошенько размешиваем. Набираем шприц, можно пока без иглы, так быстрее наберется. Потом надеваем иглу и начинаем пропитывать глазик. Постепенно, по чуть-чуть выдавливаете. Где-то на один глаз уходит 2 кубика. Если у вас, например, где-то вылез клей на ворсе, то можно сразу замыть, если вы это заметили, водичкой, там, кисточкой все это промыть хорошенько. Вот, либо же можно, ну, если вы вдруг потом увидели это, то можно это вычесать, как бы иголочкой взять и прям вычесать клей этот. Тоже помогает. Вот. Проходим по веку с внутренней, потом раздвигаем ворс, проходим клеем внутри по точечкам. Стараемся много сразу не вливать, по чуть-чуть, вот, чтобы он как бы назад не вышел и ваш ворс не склеился. И после того, как вы проделаете эти операции, постарайтесь не делать ничего с головой, потому что бывали случаи, когда девочки на мастер-классах, у нас очень мало времени, да, мы продолжали работать с головой и, ну, руками, получается, прижимали веко, и клей выступал на ворсе. В общем, было потом много дополнительной работы, поэтому старайтесь положить потом голову, чтобы она просохла там хотя бы день. Вот, и дальше продолжать работу с ней. Также не забудьте проклеить носик, наши приваленные ворсинки. Вот, и для того, чтобы носик у нас достаточно толстый, ну, сама часть валена, поэтому можно промочить его водой и потом еще дополнительно промазывать кисточкой, вот, несколько раз с клеем, чтобы глубоко проник клей, водичка поможет ему туда просочиться внутрь. Итак, у нас подсохли наши части, проверяем веки, все высохло, носик такой тверденький стал, очень-очень твердый. Вот, и мы видим, я вижу, что здесь склеились ворсинки. Я сейчас вам попытаюсь показать, как с этим справиться. Вот, возьмем иголочку такую потолще и просто постараемся вычесать этот клей. Если вдруг там высмокнется какая-то ворсинка во время вычесывания, вам просто нужно будет ее обратно туда привалять, так сказать.
Вот, поставить на место и опять проклеить.